Бабушка, пока отец был в армии, построил вот этот дом. Здесь старинные были сараи, такие земляные. Сараи, дома. Я, Смородина, была Астафурова. Вышла замуж к Смородинам. Анна Михайловна, муж Володя, живем в Гореловке. 1750 წელს რუსეთში მართლმადიდებლურ ეკლესიას გამოეყო დუხობორების, სულისათვის მებრძოლ და პროტესტანტული მიმდინარეობა. ეს ჯგუფი მოგვიანებით ჩამოყალიბდა რელიგიურ ეთნოგრაფიულ პაციფისტურ თემად. 1851 წელს მეფის რუსეთის მმართველობამ ისინი საქართველოში, ოსმალეთის იმპერიისაგან გათავისუფლებულ ჯავახეთის მხარეში ჩამოასახლა. დუხაბორებმა ჯავახეთის მაღალმთიანეთში 8 სოფელი დაარსეს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 1990-იან წლებში ისინი რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა რეგიონში გადასახლდნენ. ახლა ჯავახეთში 150-მდე დუხაბორი ცხოვრობს. И никуда мы не уехали, все уехали, дочки мои уехали, и сестры, и много, родня была большая, и все уехали. И осталась я одна, и вот мой сыночек. Приехали какие-то корреспонденты с России. Тоже и у нас они были. И сколько раз вот так приезжали, уезжали, приезжали, уезжали. И вот тогда вот это и переезд они сделали. Люди тоже как-то начали хвалить, что там хорошо, что там... Ну и каждый, мы русские, то-то поедем на родину. А родина, родина это родина. Мне кажется, родина это где ты родился, и это родина. И вот так первый переезд было очень тяжело. КамАЗы едут, люди грузятся все, и друзья, и соседи, с какими всю жизнь прожили. Вот Володин дядя умер, только вот КамАЗа проводил, и ночью умер. Вот это вот видно от переживания. Вот в этом году один парень приехал, он прощения просил. Вот он на минуту зашел сюда. Простите, простите, вы нас простите. У него и слезы. И он видит, что какая была Гореловка. Хоть домики были, как раньше, там земляные, но все были беленькие, побеленные, окна покрашены. Каждой хозяйке она старалась сделать, чтобы чисто было, чтобы как не хуже других. Вот приехал мой отец, вот этот Миша, мой отец с фронта, а у мамы, у моей муж остался на фронте. И они тогда сошлись. И первой родилась я. Вот. Тут же сразу после войны. И трудновато, конечно, работы такой, в колхоз. В колхозе работали, трудодни. А этот трудодень, я даже не знаю, как он ценился, сколько... писали сколько дней ты там работаешь, вот эти вот трудодни записывали. Тогда на эти в конце года, там начисляли вот столько там ячменя, или там, не знаю, сыр тоже. У колхозе были овцы, но там по сколько-то кило давали, масло давали, но по чуть-чуть. А сами мы держали
не разрешали. Это одну корову семья. Вот семья, что ж, бывает же это, сколько детей. Вот одна корова и 5 овец. И все. А это должны вы идти в колхоз, работать, зараблять. Этот участочек давали, по-моему, 15 соток земли. Да нет, на семью. И вот там ты что, на одну корову только, чтобы хватило кормы. Вот поэтому не давали больше, чтобы разводили хозяйство. Нечем кормить было. Ну так выживали, знаете, света не было. Вечером спешим все поужинать, пока чтоб светло было. А тогда уже там лампа горит, сидят старенькие наши, ну и не старенькие, а больше кто постарше. И рассказывают все свои про свою жизнь, истории разные. А мы, дети, нам тоже было очень интересно. Печки были, вот эту печку топили и нагревали эту хату. И вот, чтобы теплее было, вот на эту печку залезем. Родители, это уже вот мы были с Полей, с сестрой, на печь. Холодно, топить нет чем было. Не было даже вот этот кизяк, чтобы вольно топить. Не было такого. Вот там рядом конюшня была, овец колхозы глядел. И вот мы, как они овец загоняют, там остается немножко изеди, как назывались, это солома. Вот мы ее собираем рядом там, и тогда тоже в эту печь, чтобы чуть и шоть горело. Вот так было трудно, да. Вон какие скирды вы видите. А тогда дадут тебе 15 соток, и все. Ты больше не можешь не купить. За что ты будешь купить, когда у тебя нету ни зарплаты, ни пенсии, ничего. Ну, хлеб был. Вот чтобы хлеба не было, хлеб был. Речка была тоже хорошая. Мы там и стирали, и оттуда брали купаться. Стирка, все. А как вот приехали сюда другие люди, вообще, речка уже не речка, там невозможно. Все туда, весь, все, все эти канализации, даже коров вот поить, коров мы вот выгоним, чтобы напоить их, а там они даже и не хотят пить. Грязь, там вонь, там. А до этого, тут так было красиво, такая речка красивая была, рыба сколько было. Трудные были времена, не было даже одежды, чтобы ездили в Ленинакан, покупали бумагу и дома ткали, станки были, конечно, ткали этот материал, и чтобы сшить, там, и себе одежду, и детям, и мужу. В Ленинакан ездили, потому что, знаешь, вот там больше было продуктов. Вот это. Товаров всякого. И товар, там были фабрики, а раньше вот мужа моего дедушка ездили за хлебом туда. Вот бричку поедут, закупят туда, там хлеб, а хлеб, вот там так это было, он рассказывал интересно. Один, говорит, шумит: Иван, иди, вот, посмотри, какой у меня хлеб, как нажмет, говорит, а он и поднимается. Вот и другие тоже, другой тоже хочет продать свой. Вот так, вот вообще не было. Вот отсюда вы ездили туда, почему-то не знаю. И так даже я уже помню, что больше мы ездили за
по покупкой в Ленинакан. Было свободно, никаких, да, ты сел и поехал. Учились, у нас, знаете, вот мы были две вот сестры, я и Полина, постарше. А потом родились еще две девочки. Нашим надо было работать, чтобы построить домик тоже земляной. И мне пришлось 6 классов только закончить, и я бросила, потому что не было возможности, ну и хотелось и помогнуть. Ну как вот, эти младшие на 10 лет моложе, моя это, ну, сестренка старшая, это еще моложе. И я вот бросила. Ну, конечно, чуть подросли, хотелось работать, поехать на покос. Ой, Господи! Мама моя, ну и отец, все косили. Ручная ж была козьба. А я сестренку Полю оставила с детьми. Тоже, ну что ж, подруги ездить, и мне хотелось. Тоже собрала узелочек, там это, закусочку, и поехала с подругами тоже. А мы называли маму не мама, а няня. И прячусь вроде, чтобы она меня не заметила. Но народу много было на покосе, очень много. И вот так вот хотелось и помогать, работать. Зима. Мы вот с Полиной, давай пойдем мы прочистим дорожки к сараю. Наши родители еще спят, а мы вот, чтобы помочь. А сейчас дети, вообще ничего не хотят. Все надо заставлять. А мы вот такая была, знаешь, это, не знаю, как это сказать. Вот совесть была у людей, и доброта, чтобы сделать что-то хорошее. А жилось бедно. Нечего было не одеть, вот, чтобы там сапоги, сапожки зимой. Сами отец валеночки там сошьет, на калоши купить. Но это тоже было хорошо, тепло. Вот, когда кланяться идти, вот он тоже стал шить. Это, знаете, обувь, но это бывает все кожаные. Это можно одевать и вот в слякоть, когда непогода. А вот это уже из материала. Это только что в сухую погоду и молиться, когда ходит. И вот это вот, знаете, когда вот такая одежда, это алые юбки, это все, и вот это вот оденешь, это ты смотришь на этого человека, это такая, ну, знаете, это даже не расскажешь. Вот как красиво. Тогда уже мы подросли, стали невестами. Ребята поприехали с армии, красивые, много. Знаете, раньше сколько? По 15, по 17 человек вот только из Гореловки брали в армию. И вот 3 года служили. И вот приехали эти ребята, ну и тут уже начали находить себе невесту. Тогда вот зима пришла, эти свадьбы. Столько было свадьб, даже на один день по 2 свадьбы играли. Какая радость! На санях. Сани, лошади, наряженные эти вот, там это на них эти сбруи и все. Сундук обязательно у невесты был. Вот зимой на эти сани этот сундук становят. И поют песни самые, ну кто может, гармошка. Ну это знаешь, ты только вот вспоминаешь и все. Как все закончилось, какая была жизнь. Боже мой, Боже, тебе вопию. Ну и все,
и вот, вот моя свекровь. Пока она осталась одна. Она мужа, вот ее муж. Он не пришел с фронта. Она одна воспитывала вот сына Володю, мужа моего, вот Володя мой, и я, молодые. И я ж как вышла замуж, я была колхозница. А вышла замуж, а Володя, они нас называли тогда единоличники. Кто в колхозе не работал, значит единоличники. Вот пошли работать на стройке. И так вот мы с ним, ой, ну, чуть не дожили до 50 лет. Жили дружно, хорошо. В воскресенье уже мы на стройке не работали, не ездили дома. Вот быстро-быстро там все уберем, приготовим. И вон с ними и на рыбалку, и за грибами. Ну вот так вот. Такой был Володя у меня хороший был муж. Царство небесное, красивый и умный, работяга. Вот. Ну и я, конечно, неплохая. Тоже работала, любила. Вместе мы всю жизнь проработали с ним вместе, рядышком. А вот Богдановка, это сейчас не Нацминда, а вот там как началось это стройки, все дома, вот и школы, магазины. И первые, когда я только пошла туда работать, и вот что мне запомнилось, там дороги тоже были такие, земляные, а ни асфальтов не было ничего. И вот привозили камни, там вот, ну, наверное, где вот эти участки земляные, там очищали, выбрасывали эти камушки, чтобы пахать было, чтобы сеять, чтобы чистые поля были. И вот привезут нам эти вот галыши, камни, галыши. А мы, женщины, мастим эти дороги. Вот это вот я так в первое время я не могла. Ну тогда уже, конечно, и штукатурить научились, и малярничать научились. А первое время вот такая вот была работа. На собе этот раствор, вот 2 ведра раствора несешь, молоденькие. Ну вот, чтобы теперь здоровье было. Но все равно жили хорошо. Хорошо, хоть трудно, но мирно, дружно. Все свои были, вот это было главное. Но сейчас, знаете, есть тоже что-то. Ну, подружишь с армянами, соседи тоже есть хорошие. Мы никогда не ругаемся ни с кем. Живем, они сами себе живут, мы себе живем, как можем. Ну и так. Ну, мы когда на стройке работали, хватало. Ну, жили, не обязательно там надо было и это купить, ага. Топить надо, вот. Собрали деньги, купили уголь там, вот уже вот в это время. Паровую провели. Ну, чтоб вот много чего. Тогда уже, это уже, знаешь, машину мы купили. Знаете, когда кто работает, он будет знать, что тебе надо. А есть такие, конечно, были, ну, не любили работать. Не любили. Были такие. Вот мы не хотели уезжать. Андрей сколько раз ездил. И в Брянск ездил. Там это, уже ему и квартиру дали, и все. Ну вот вернулся сюда. Тоже мы с Володей дома. Мы опять хозяйство держали, работали. Ну, молодые, силы было, так что могли бы без Андрея. А он опять приехал в Гореловку. Вот так и живем.
Вот после перестройки вот этой закончилась наша строительство, работа. Закончилась, негде уже было. Но мы пошли работать в колхоз. Так, и так вот мы работали сколько. Одну корову завели, тогда вторую. Ну и вот так вот, да, выживали. Ну вот правда сказать. Все прекратилось. На книжках деньги были, но немного, но были. Все это не дали эти деньги, что случилось. И остались мы, ну ни с чем. Этой работы нету, в колхозе мы там ничего не зарабатывали. Очень трудно было. Вот это, правда, вот это время было трудное. Ну и не померли. Где-то мука закончилась, у нас лес был. Поменяли этот лес на муку. И опять это хлебушек пекли сами. Ну, не, надо Бога благодарить. Тут ничего плохого не было никогда. Правда. Ну, лучше, знаешь, чем? Что стало больше, как сказать, возможности покупать. Вот у каждого зараз эти коровы. Вот этим вот мы и живем. У нас нету ни зарплаты никакой. Вот коров держим, то молоко продаешь. Там, когда бычков оставишь, там 1-2 продашь. Ну и вот, ну это, не знаю, спаси Господи Бога, что живем, ну разве можно вот обманывать, когда жить можно? Старшая дочь живет в Туле, Тульская область. Вот там она живет уже 30 с лишним лет. Первый переезд был, она уехала с мужем. А вторая в Орловской области. Ну вот они позапрошлом году были, обои дочки. Приехали, хочут помогнуть, хочут это, чтобы что-то сделать, что-то помочь. Больше бороться уж мне не под силу, Боже мой, Боже, Тебе я молю. Трудно. Вот это все переживание. Ну а что сделаешь, такая вот жизнь. Все, весь век, наверное, весь век. Каждый раз вот с кем-то воюют народы. А что б надо было, когда живите каждый по своей стране, и не надо. Ой.